Роботы уже перестали быть фантастикой и прочно вошли в нашу жизнь. В Японии и Южной Корее используют гуманоидных роботов для помощи в домах престарелых, где они могут переносить пациентов, напоминать о лекарствах и даже вести беседу, снижая чувство одиночества. В промышленности роботы, как Boston Dynamics Spot, используются для инспекции опасных зон, где человеку опасно находиться. На строительных площадках в США и Европе автономные машины выполняют тяжелую работу, от перемещения строительных материалов до укладки бетонных блоков. В экстренных ситуациях роботы спасают жизни. Дроны и наземные машины применяются для поиска пострадавших после землетрясений или наводнений. Развиваются и личные помощники. Маленькие роботы-пылесосы уже стали привычными, а новые модели способны адаптироваться к уникальной планировке дома и даже взаимодействовать с голосовыми ассистентами. Каждый шаг в развитии робототехники приближает человечество к миру, где машины берут на себя рутинную работу, оставляя людям творчество и общение. Технология развивается быстрыми темпами, внедряя новые функции и улучшения, которые делают ее более полезной и доступной для широкой аудитории. Кроме того, инженеры и исследователи постоянно тестируют новые модели, улучшая точность, надежность и эффективность, чтобы устройства или системы могли решать сложные задачи быстрее и безопаснее, обеспечивая людям качественную поддержку в повседневной жизни и работе. И если роботы могут действовать автономно, кто управляет их решениями и кто задает рамки возможного? Искусственный интеллект уже стал частью повседневной жизни. Современные модели способны анализировать огромные массивы данных, предсказывать поведение людей и даже создавать художественные произведения или тексты научного уровня. В медицине ИИ помогает диагностировать редкие болезни быстрее и точнее человека, выявляя на ранних стадиях рак и сердечно-сосудистые заболевания. В бизнесе системы на базе ИИ оптимизируют логистику и прогнозируют спрос, экономя миллионы долларов. Даже в науке ИИ ускоряет исследования, например, в химии для поиска новых лекарственных соединений. Все это кажется невероятным, но технологии уже доступны. Голосовые ассистенты понимают естественный язык, а генеративные модели помогают создавать видео и графику по описанию. Но одновременно поднимает вопросы этики. Кто несет ответственность за решения, которые принимает машина? Каждый новый алгоритм делает ИИ умнее и полезнее. И если машины могут мыслить, то как это сочетать с человеческим стремлением исследовать неизведанное? Человечество уже не ограничивается Землей. Спутники обеспечивают глобальный интернет, мониторинг климата и прогнозирование стихийных бедствий. На Луну возвращаются миссии с целью изучения поверхности и добычи полезных ресурсов, а Марс привлекает внимание международных агентств с проектами колонизации. Частные компании, такие как SpaceX, демонстрируют, что космос становится доступным не только государствам. Их ракеты многоразового использования сокращают стоимость доставки грузов на орбиту. Новый уровень наблюдений достигается с помощью орбитальных телескопов, которые предоставляют данные о далеких планетах и черных дырах. Эксперименты на МКС показывают, как жизнь адаптируется к невесомости, что важно для длительных космических миссий. Эти технологии не просто исследуют Вселенную, они формируют будущее, где космос станет частью повседневной жизни человека. Но если пространство такое бескрайнее, что заставляет нас искать ресурсы и жизнь вне Земли? Медицина шагнула далеко за пределы привычных методов. Биопротезы с сенсорами дают людям возможность чувствовать прикосновение, а телемедицина позволяет получать консультации от ведущих специалистов, не покидая дома. Генная инженерия уже используется для лечения наследственных заболеваний, а новые вакцины разрабатываются быстрее, чем когда-либо, благодаря технологиям МРНК. В лабораториях создаются органы на основе стволовых клеток, способные в будущем заменить поврежденные ткани. Также активно развиваются диагностические устройства. Носимые сенсоры отслеживают давление, уровень сахара и состояние сердца в реальном времени. Такие инновации меняют не только качество жизни, но и продолжительность ее, открывая возможности лечения, о которых десятилетия назад можно было только мечтать. И если наука может буквально создавать жизнь и исправлять ошибки природы, какие границы останутся для человека? Технологии помогают бороться с глобальными экологическими вызовами. Очистка воды с помощью нанофильтров уже доступна в развивающихся странах, снижая смертность от болезней. Возобновляемая энергия, включая новые солнечные панели и ветровые турбины, позволяет сокращать выбросы углерода. Электромобили и аккумуляторы высокой емкости меняют транспортный сектор, снижая загрязнение воздуха в городах. В сельском хозяйстве применяются устройства, снижающие использование химикатов, а новые методы переработки пластика превращают отходы в материалы для строительства и промышленности. Эти решения не фантастика, а реальная борьба за выживание экосистемы и будущего человечества.
Каждый проект показывает, что технологии и природа могут сосуществовать в гармонии, и от выбора, который мы делаем сегодня, зависит климат завтрашнего дня. Но если технологии способны спасти планету, сможет ли человечество использовать их вовремя, прежде чем изменения станут необратимыми? Воздушное такси, дроны-перевозчики, автономные самолеты-грузчики звучит как фантастика, но это реальное направление в развитии транспорта. Полностью автономные воздушные суда уже проходят испытания, а концепции предусматривают перемещение людей по городам на высоте, без пилота за штурвалом. Транспорт без человека-пилота выглядит как освобождение. Меньше ошибок, меньше расходов, больше скорости. Но и здесь кроются новые проблемы. Регулирование безопасности, взаимодействие с традиционным воздушным пространством, моральные дилеммы при аварии. Стоит отметить, автономный режим требует не просто автоматизации, но полной надежности систем, способных принимать решения в миллисекундах. Технологии уже встроены. Датчики, радары и контроллеры, резервные системы, связи между машинами. Это не через десятилетия, это сейчас. Но пока мы говорим о беспилотных автомобилях на дорогах, реальный полет без пилота поднимает ставку по-настоящему. И когда все будет готово, кто станет главным в кабине? Человек, машина или слияние обоих? Ответ ближе, чем кажется. Передача электричества через воздух долгое время считалась несбыточной мечтой. Первые эксперименты с этой идеей проводил еще Никола Тесла, пытаясь доказать, что энергия может передаваться без проводов на большие расстояния. Сегодня эти идеи обрели форму в реальных технологиях, которые уже применяются в быту и промышленности. Современные системы беспроводной передачи энергии используют резонансные катушки и магнитные поля, позволяя питать устройство на расстоянии без прямого контакта. Такие технологии работают на зарядных станциях для смартфонов, электромобилей и даже в медицинских имплантах. Но самое интересное — прототипы, способные передавать энергию в пределах комнаты, не теряя мощности. Компании по всему миру тестируют станции, которые могут питать десятки устройств одновременно. Лампы, телевизоры, ноутбуки. Представьте себе дом без розеток, без проводов на полу, без зарядок, которые нужно носить с собой. Все работает, просто это он что работает. Просто потому, что рядом есть источник энергии. В масштабах городов это означает совершенно новый взгляд на инфраструктуру. Беспроводная передача может сократить износ сетей, устранить зависимость от кабельных коммуникаций, упростить установку оборудования в труднодоступных местах. Однако эта свобода несет и вызовы. Как защищать такие системы от вмешательства? Насколько безопасны будут поля, охватывающие целые районы? И кто станет контролировать потоки энергии, когда она исчезнет из поля зрения, но останется повсюду? Человечество всегда искало способы оказаться в другом месте, не покидая своей точки. Сначала это были письма, затем телефон, видео, а теперь телеприсутствие. Эта технология позволяет управлять своим аватаром в реальном мире на расстоянии, ощущая, что ты действительно находишься там. Телеприсутствие объединяет роботов, видеосистемы, датчики движения и даже тактильные интерфейсы. Сегодня существуют машины, способные перемещаться по офису, вести переговоры, показывать изображение своего владельца и передавать его голос. Это не научная фантастика, а повседневная практика в некоторых компаниях, школах и исследовательских центрах. В научной сфере телеприсутствие используется для изучения океанского дна, опасных зон и удаленных планет. Ученый может управлять манипулятором, находясь за тысячи миль, и при этом видеть, чувствовать и реагировать в реальном времени. В будущем телеприсутствие может изменить все. Медицинские операции, путешествия, конференции, удаленную работу. Больше не нужно ехать навстречу. Ты просто входишь в нее с помощью машины. Но где проходит грань между реальным и цифровым участием? Если человек находится в 10 местах сразу, как определить его роль, ответственность, влияние? В новом мире границы между телом и сознанием становятся все более размытыми. Современный мегаполис все больше напоминает живой организм. Сенсоры на улицах, камеры в транспорте, погодные станции, анализаторы трафика, автоматизированные системы освещения и распределения воды — все это объединяется в единую интеллектуальную сеть. Умный город уже не теория, а реальность, охватывающая десятки миллионов человек. Крупные проекты внедряются в Азии, Европе и на Ближнем Востоке. Улицы управляются автоматически. Если на перекрестке пробка, система перенастроит сигналы светофора. Если мусорный бак заполнился, контейнер отправляет сигнал и едет машина. Температура воздуха влияет на энергоподачу в дома, а уличное освещение само включается при появлении пешехода. С одной стороны, это удобство, безопасность, экологичность. С другой — тотальный сбор данных о каждом движении. Каждое нажатие кнопки, каждый выход из дома может быть зафиксирован и обработан. Такие города требуют новой этики. Кто распоряжается информацией? Как обеспечить прозрачность в управлении? И как не допустить, чтобы умные города стали цифровыми тюрьмами с мягкими стенами? Технология — мощный инструмент. Но кто держит ее в руках, тот управляет не только инфраструктурой, но и поведением миллионов людей.
Автоматизация добралась до самой чувствительной сферы — судебной системы. Искусственный интеллект начал выполнять функции, которые раньше казались исключительной прерогативой человека — анализ доказательств, вынесение решений, расчет наказаний. В некоторых странах уже работают пилотные проекты, где ИИ выносит вердикты по незначительным правонарушениям, используя алгоритмы, основанные на базе миллионов прошлых дел. В Китае такие системы внедрены в суды низшей инстанции. Алгоритм распознает тип дела, извлекает ключевые факты и предлагает решение, основанное на стандартной судебной практике. В Эстонии разработана система, которая решает споры на сумму до $700 без участия человека. Преимущества очевидны: высокая скорость, отсутствие личной предвзятости, снижение нагрузки на судей. Но есть и риски. Алгоритмы обучаются на данных, а если эти данные были искажены, ошибки повторяются. Более того, ИИ не способен интерпретировать моральные нюансы, эмоции, контекст. Становится непонятно, кто несет ответственность — программист, обучивший алгоритм, судья, утвердивший его использование, или сам пользователь, доверившийся машине. Это не просто технологический вопрос, это вызов всему понятию справедливости. Как объяснить подсудимому, что его дело решал не человек, а программа, основанная на прошлых шаблонах? Станет ли суд более объективным или превратится в цифровой конвейер бездушных решений? Мир, где устройства работают десятилетиями без подзарядки, становится все ближе. Ученые разрабатывают новые типы источников питания, которые не требуют традиционной зарядки и способны функционировать десятилетиями. Один из самых ярких примеров — батареи, основанные на радиоактивных изотопах и покрытых искусственными алмазами. Эти микрогенераторы используют распад элементов для выработки стабильного электричества, и их хватает на срок, превышающий столетия. Такие источники энергии потенциально могут применяться в кардиостимуляторах, космических аппаратах, военных приборах и других системах, где замена батарей невозможна. Работают они медленно, но стабильно, и при должной защите не представляют опасности. Одновременно развивается технология графеновых аккумуляторов. Этот материал, состоящий из одного слоя атомов углерода, обладает феноменальной проводимостью, прочностью и теплоотводом. Графеновые батареи заряжаются в разы быстрее литиевых, выдерживают больше циклов, легче и безопаснее. В будущем смартфоны, заряжающиеся за секунды, автомобили с неделями автономного хода, гаджеты, не нуждающиеся в подзарядке месяцами. Все это изменит устройство мира. Инфраструктура зарядок станет ненужной, электросети разгрузятся, производственные цепочки перестроятся. Но и здесь встает вопрос: кто будет контролировать этот ресурс? Какая страна, какая корпорация получит доступ первой? Если энергия станет дешевой и вечной, изменится не только быт, но и баланс сил на планете. Пенитенциарная система — одна из самых затратных и перегруженных во всем мире. Традиционные тюрьмы требуют охраны, питания, медобслуживания, постоянного надзора и строительства новых учреждений. Но все больше стран начинают рассматривать альтернативу — использование технологий виртуальной реальности для изоляции осужденных. Виртуальная тюрьма — это концепция, при которой заключенный не содержится физически в камере, а погружается в контролируемую цифровую среду. Шлемы виртуальной реальности, система слежения за движением, интеллектуальные алгоритмы могут создать для человека пространство, где он будет ощущать изоляцию, ограниченность и даже рутину, как в реальной тюрьме. Исследования показывают, что психологическое воздействие такой симуляции может быть даже сильнее, чем пребывание в традиционных условиях. Изоляция от внешнего мира, невозможность влиять на окружение, постоянный контроль — все это вызывает у мозга ощущение подлинного заключения. Кроме того, такие технологии позволяют встраивать элементы исправления: обучающие программы, модули психотерапии, курсы, симуляции последствий преступлений. Это может превратить наказание из карательного в реально перевоспитательное. Но эти эксперименты уже вызывают горячие споры. Этично ли заставлять человека переживать виртуальное заключение? Насколько безопасны психические последствия длительного пребывания в искусственной реальности? И не станет ли такая система инструментом тотального контроля, где наказание можно назначить любому одним нажатием клавиши? Изменение климата — одна из самых острых проблем 21 века. Глобальное потепление, экстремальные погодные явления, таяние льдов и повышение уровня моря требуют не только сокращения выбросов, но и активного вмешательства. Впервые за историю человечество начинает пытаться управлять климатом планеты. Технология геоинжиниринга — это прямое вмешательство в атмосферные процессы. Один из вариантов — распыление аэрозолей в стратосфере, отражающих солнечный свет. Этот метод имитирует извержение вулкана, создавая временное охлаждение на планете. Теоретически он может снизить температуру на несколько десятых градуса. Другой путь — управление облаками.
С помощью химических реагентов и дронов можно увеличивать отражательную способность облаков, тем самым уменьшая нагрев поверхности. Проводились эксперименты с посевом облаков для вызывания дождей, особенно в засушливых регионах. В океанах тестируют методы связывания углекислого газа, от выращивания водорослей до закачки СО2 в глубокие слои морей. Эти проекты пока находятся в стадии разработки, но их потенциал оценивается как крайне высокий. Однако вмешательство в климат — это игра с непредсказуемыми последствиями. Малейшая ошибка в расчетах может изменить погоду на континенте. Кто получит право управлять климатом? Как избежать климатической войны между странами? И можно ли доверить судьбу всей планеты алгоритму или корпорации?